Сейчас, минуту. Пожалуйста, дыши глубже. Да, я тебя прошу, все будет хорошо. Лара, мы уже на месте. Держись. Помогите! Готовились поскорить домашние роды. Помогите моей жене. Хорошо, ожидайте здесь. Катя! Катя, Дыбенко вызывай. Тельце родилось, а голова и ручка застряли. Приходится сделать эпизиотомию, это не вытащим. Все, забей, ей падает. Давай быстрее. Ножницы. Ну, не выходит, наверное. Голова разогнута. Давай я. Платон Ильич, вам же нельзя. Да, действительно, потом ничего же нельзя. Ай-яй. Так, Лариса, отдыхаем, отдыхаем, дыши. Так можно и шею ребенка сломать, Андрей Васильевич. Да, вот так. А теперь глубокий вдох, Лариса, и тужимся. Сильно тужимся, Лариса, вот так еще. Стоп, отдыхай. Молодец. Давай быстрее. Сейчас. Ребенок без рефлексов, нужна реанимация. Что с моим ребенком? Платон Ильич, вы как? Лучше всех. Без меня закончишь? Да, конечно. Что с моим ребенком? Все в порядке, все в порядке. Сейчас плаценту родим и будем зашивать. Кто мне? Девочка. Посмотреть можно? Нет, спасаем. Спасайте. Что вы с ним сделали? Мы сделали, вы сделали. Платон Ильич, мы же с вами договаривались. Никаких нагрузок. Кто вам разрешил оперировать? Да я и не принимал. Роды принимал Дыбенко. Я только консультировал. Это неправда. А если бы вы опять потеряли сознание? Ну, не потерял же ведь я. Так, Вы начмет. я начмет. А что случилось? Я требую, чтобы вы немедленно разобрались с случившимся и наказали виновных. А попробуйте спустить все на тормозах, пойду в облздрав и прокуратуру. Так, хорошо. О каких виновных идет речь? Это супруг Самойленко. У меня жена в реанимации. И ребенок при смерти. По-вашему, в этом никто не виноват? Да вашей жене вообще нельзя было рожать. Вам что, в женской консультации не сообщили, что для ребенка это огромный риск? В такой ситуации только кесарево. Но Лара в женскую консультацию не ходила. Тогда почему привезли так поздно, когда уже ножка показалась? Еще бы минут 10, и ваш ребенок бы умер. Вы же не знали. Мы надеялись, что Лара она сама родит. При ножном предлежании? Вы что, сумасшедшие, что ли? Да была. Была у нас акушерка, была! Была. Ну и где она? Ушла. 5 часов с нами промучилась и ушла. Сказала скорую вызывать. Ну, понятно. Вы доверились какой-то проходимке, а теперь во всем вините врачей? Да все вы одинаковы. Где я? Вы в реанимации. Ребенок. Где мой ребенок? Слава богу, а то нас заставили вчера поволноваться. А где ребенок? Он жив? Жив. Точнее, жива у вас дочь. Она сейчас в детском отделении. Принесите ее ко мне. Ну, пока нельзя, она очень слабенькая. Роды тяжелые, она… Я сама пойду к ней. Да нет, Успокойтесь. куда же вы? Вы полежите пару дней, окрепнете и сами к ней сходите. Что с ней? Она что, умерла? Да нет, ну все в порядке, она не умерла. Хотите, мы мужу вашему ее покажем? Я Он не вам позвонит. хочу. Я не хочу, я сама к ней пойду. Ну тише, вы Роды одного ребенка, еще другого хотите. Никого мы не говорим, Я ненавижу вас. Никого мы не Вы врете, я ненавижу. Я не имею права обращаться с ребятами.
Все. Дистресс плода в родах, тяжелое последствие гипоксии в родах, поэтому пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции. А если бы прокисарили, все было бы нормально? Не думаю. У вашей девочки задержка внутриутробного развития. Из-за этого недостаток терморегуляции, дефицит массы тела, незрелые легкие. А что еще за задержка? Из-за чего? Видимо, у мамы была тяжелая плацентарная недостаточность. Это выявляется и лечится во время беременности. Сейчас приходится проводить массивную медикаментозную терапию, но ребенку. Вы только скажите, я куплю любые лекарства, лишь бы она выжила. Мы так делаем все возможное. Да. Ты в детском отделении был? Видел ее? Как она? Что? Врачи хорошие. Были бы они хорошие, она бы сейчас в реанимации не оказалась бы. Я не паникую. Ты что? Ты с ними заодно? Ты что, забыл, что они с Алешей сделали? Мы же вам жизнь спасли. И ребенку вашему. Сказали бы сразу, сколько кому заплатить нужно. Спасателя. Выпейте, пожалуйста. Да. Можно? Ну, заходите. Я извиниться пришел. Зря на вас наехал. Выходит, мы сами виноваты. Выходит. Почему вы решились на домашний род и даже УЗИ предварительно не сделали? Понимаете, у нас первый ребенок в роддоме погиб. И Лариса с тех пор врача она вообще видеть не может. В этом роддоме? Нет. Сюда мы только год назад переехали после смерти Алёши. А что с ним случилось? Не знаю, Платон Ильич. Сказали, внутриутробная инфекция. Бета-гемолитический стрептококк, быстротечная пневмония. Ну, посмотрите сами, если женщина всю беременность в женской консультации наблюдается как пионерка, должны были у нее найти эту внутриутробную инфекцию? Должны. Вот. А никто об этом и словом не заикнулся. И мальчик так здоровый родился. 9 баллов по шкале Апгар. А потом на 3-й день раз и двусторонняя пневмония. Откуда? Наверняка они же его сами чем-то и заразили. Ну, не факт. Да? А то, что после нашего случая роддом сразу на ремонт закрыли, тоже не факт. Наверняка они следы заметали. Расследование было? Было, что толку? Заседали разные комиссии, но виновных так и не нашли. Мы ведь потому и решили второго ребенка дома рожать. Ну, Лару просто при виде врачей трясти начинает. Любимая моя, все будет хорошо. Мама тебя не оставит. Ларочка, возвращайтесь уже в палату. Вы больше часа над ней стоите, вам отдохнуть нужно. И на процедуру уже, наверное, пора. Я никуда не пойду. Я ее не оставлю, пока нас не выпишут. Ну, выпишут же ее еще не скоро. Ну, не можете же вы здесь сутками торчать. Вы же просто свалитесь с ног от усталости. Не ваше дело. Буду с ней, пока меня силы не оставят. Я думаю, что если все будет хорошо, мы завтра отключим от аппарата ИВЛ. Спасибо, доктор. Антон, ну хоть вы повлияйте на свою жену. Она собирается здесь дневать и ночевать. Ларочка, пойдем в палату. Ты же убедилась, что с малышкой все в порядке. Пойдем, тебе надо отдохнуть. Ну тоже, я ее не хочу оставлять. Ларочка, ну, пожалуйста, отдохнешь и потом придешь. Пойдем.
Платон Ильич, что же вы сразу не сказали, что сидите на наркотических анальгетиках, которые вам, естественно, не по карману, а Николаев вызвался вам в этом помочь? Хотя, понимаю, он же ваш друг. Тут пришлось бы его выдать. О его криминальной деятельности мне ничего не известно. Ой, да бросьте, Платон Ильич. То-то вы переехали на другую квартиру. Хотя дом Николаева пустовал, денег он с вас не брал. Вы все равно почему-то переехали. Мы с вами на эту тему уже говорили. Если вы меня в чем-то подозреваете, скажите конкретно в чем. Да, пожалуйста. Ваш друг создал фирму, счета которой находились в офшорах. Это раз. Он подписывал договора. Это два. Он сбывал лекарства, которые производились на подпольной фабрике вашей бывшей жены. Это три. Люда занималась изготовлением поддельных препаратов? Со своим нынешним мужем, насколько я знаю. Но это уже не моя парафия. Делом занялась Томская прокуратура. А Николаев, с ним что? Ищем, ищем. Ну, а пока найдем, пока допросим, я вас прошу, подпишите, пожалуйста. Подписка о невыезде. Не понял. На каком основании? А вы как думаете? Проходи. Я сейчас расстелю. Давай. Ложись. Осторожно. Давай. Вот так, вот так. Вот так. Ай, больно, больно. Прости, прости, не хотел. Так нормально? Вот. Может, ты чего-нибудь хочешь? Домой. Пока не поздно. Опять начинается. Лара, для меня тоже нет ничего важнее, чем наша девочка. Но сейчас ее надо серьезно лечить. Ее спасать надо. Именно этим врачи и занимаются. Ты любишь меня еще? Ну что за вопрос? Любишь или нет? Ты же знаешь, что да. Вот. Ты сегодня пойдешь и добьешься выписки. Она Лара. здесь не выживет. Ларочка, поверь, здесь действительно хорошие врачи. Просто замечательные. Припишут все потом на домашние роды или на задержку в развитии. Тебя жизнь ничего не учит. 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 Но я устал жить в ожидании катастрофы. Теперь изо всех сил стараюсь верить, что все будет хорошо. Ты кликушествуешь. Ты. Так и что ты сидишь со мной с кликушей? Иди. Лар. Развешивай уши перед своими чудо-докторами. Но знай, если с дочкой что-то случится, я жить не буду. Что-то случилось? Ничего. Кроме того, что с меня взяли подписку о невыезде. Какую подписку? Из посольства звонили, ваш паспорт с визой готов, можно забирать. Спасибо, но зачем? Меня за границу теперь не выпустят. Ладно, Елизавета Юрьевна, оставим все как есть. Я хочу, чтобы Ларису и ребенка сегодня же выписали. Какие бумаги нужно подписать? Как выписали? Под мою ответственность. Присядьте. Присядьте. Что ж вы за люди такие? Ну что, поговорил? И что? Понимаешь, Начмету очень толковая женщина, кстати. И врач, который у тебя роды принимал. Тоже мужик нормальный. Ну вот, все в один голос говорят, что девочку сейчас забирать никак нельзя. Мы ее сами не выходим. И тебе еще лечиться надо. Мне лечиться надо. Ларочка. Да я же не в том смысле. Просто тебе еще как минимум неделю нужно антибиотики пить, обезболивающее колоть. Слушай,
Фуфло. Тряпка. Ты что, не понимаешь, что речь идет о жизни нашего ребенка? И вообще, зачем ты пришел? Изображать заботливого мужа? Да? Да я как раз о ее жизни и здоровье и беспокоюсь. И твоем, кстати, тоже. Видеть тебя не могу. Ну, хотите, я поговорю со следователем. Бесполезно. Спасибо за участие, Елизавета Юрьевна. Я уже все подписал. Платон Ильич, вас болезнь не сломила. Неужели вас Это сломают? еще не все. Моя бывшая супруга, как выяснилось, замешана в каких-то махинациях. Судя по всему, ее посадят. Подождите, а сын? Вот именно, сын. Мне в Томск нужно. Да вам в Лион нужно на операцию. Это утопия, Елизавета Юрьевна. Это как сказать? Еще не вечер. Алло, генерала Ракитина, пригласите, пожалуйста, к телефону. Ларочка, доброе утро. Доброе утро, дорогая моя. Ну что? Что за настроение? Ты что, раскисла, а? Вы зачем пришли? Антон просил. Ну, а хоть бы и так. Ты знаешь ли, на мужа бочку не кати. Поняла? Он тебя любит и за тебя переживает. А я вот тебе травок заварила. Вот. Выпьешь чуток, и сразу станет веселее, окрепнешь. Не буду. Что значит не буду? Ничего в горло не лезет, когда с дочкой такое. Да ты что? Ты, наверное, и не ешь ничего, да? Слушай, Лариса, ты смотри, молоко пропадет, а молоко для ребенка самое главное лекарство. Давай, попей чуть-чуть. Когда ее к груди прикладывать не дают, а кормят какой-то гадостью через зонд. Да ты не ругайся с ними. Ты попроси их по-хорошему, это ж люди. Это ж не звери. Попросишь, они и разрешат. Да. Ну. А вот в маленьком термосе ты я травки для малышки заварила. Вот будешь ей по чайной ложечке давать 3 раза в день. Там, между прочим, специальный детский сбор. Иван-чай, череда, крапива, листья землянички. В общем, сразу сил Не прибавится. разрешат. А ты пробовала? Ты попробуй, понимаешь? Попробуй. Ой, вот увидишь, сразу же легче станет вам. Вот когда вас выпишут, мы будем вас лечить гомеопатией, потом травками разными. И ты просто... Ты увидишь, что все станет хорошо. Вы думаете? Ну а как же? Правда? А как же? Ну, хватит уже горестей на твоем веку. Должна же начаться светлая полоса. Давай, пей. Какой ты модный, Валерий. И туфли, рубашечки. Так, Не украли в магазине? это что тут происходит такое? Мужчина, выходите. Ой, а тебе чего завидно? Так ты рядом ложись. Места всем хватит. Так уже 20 минут, Катя. Хоть бери в коридор, выселяйся. Скатерть и дорожка. Так, тихонько ноги уберите с постели. Ну, ноги. Они у меня чистые, я сегодня их только купил. Зоя, пожалуйста, скажите мужу, чтобы он вышел. Ой, он мне не мешает. Не мешает, да? Да ты чего? Пойдем, в коридоре помешаем. Петка малолетняя, ты что творишь, а? Валер, ты дура-то больно же, ну! Валер, не толкай. Да вы с ума сошли ребенка травками поить. У него же иммунитета практически нету. Думать надо, мамаша. Так эти травы как раз для поднятия иммунитета. 21 век на дворе, а мы ребенка травками лечим. А если они в реакцию с медикаментами вступят? А если ваше лечение не помогает, а? И грудь она отказывается брать? Грудь. Она отказывается брать, потому что у нее пока нет сосательного рефлекса.
А насчет лечения вы не правы. Наши показатели стабильно улучшаются. Единственное, что легкие за один день не созревают. Улучшаются. А почему же она выглядит хуже, чем вчера? Потому что меньше нужно устраивать скандалов возле нее. Думаете, от этого лучше становится? Свои просчеты хотите на меня списать, да? Совсем без ума хочешь остаться? Слышь, ты! Спокойно, без нервов. Ты что делаешь? А ну отпусти его! Нормально все, выйдет на улицу. Жаловаться свободу! Руки убери! Ой, Ой, тихо, тихо. Пойдемте, я еще вам укол не сделала. руки убери, я сейчас полицию вызову! Чтобы они его в отрезвитель отправили. Во-первых, он сам увольняется. Во-вторых, никакого дела на него не заводят. А в-третьих, он уезжает к жене в Томск. Закусывать надо, товарищ. Я на тебя же заберу! Все непременно. Только проспись сначала. Спокойно. Ты мне еще узнаешь. А что это было? Это кто такой? Да кто его знает? Видимо, товарищ дверью ошибся. Спасибо вам большое. Если бы не вы... Если бы не я, то ведь девочки его и сами добили. Так все работает. Что не ясно, работаем. Слушай, Реброва, ты это, слюни утри. Попалась рыбка на крючок. 38,7. А утром была нормальная. Ларис, что происходит? Лара, Почему вы бойкотируете лечение? ты что творишь? Ты нужна нам здоровой, и мне, и дочке. Я тебе не нужна. А дочке вообще ничего не говори. Зачем же? Ну я же вас просила, не приводите его. Доктор, ну я не знаю, ну с этим надо что-то делать. Я не знаю, может, психолога к ней привезти, а? Психиатра еще скажи. Я видеть тебя не могу. Никуда я не уйду. Я твой муж, и я не могу видеть, как ты себя разрушаешь. Действительно, лучше уйти. Ну, видите, как она на вас реагирует. Лечение мы все равно продолжим, не волнуйтесь. Если выбрасывает таблетки, значит, возобновим уколы. Езжайте домой. Выспитесь, отдохните. Вы когда спали в последний раз нормально? Ларис, выпейте таблетки. Ничего, моя девочка. Мама что-нибудь придумает и спасет тебя. Да ладно тебе, Лариса, но она и так уже идет на поправку. Сегодня и с аппарата уже сняли. Сюда, сюда. Что случилось? Мальчик тяжелый, помоги. Затяжные роды? Да. У мамочки маловодие, будто зеленый, а он, бедненький, Миколя наглотался. Да, похоже, внутритробная пневмония. Надо интубировать. Помогай. Сама. Надо кесарево делать, так быстрее и безопаснее. Безопаснее? Сам под нож ложись, если такой умный. Она, Марина Станиславовна, обещала, что Ирочка сама родит. Правда, Ирочка? А если не родит? Что за демонстрация? Давайте роженицу в смотровую, врачи решать, кесарить или нет. Не нужно нам, какой попала врач. Вы нам Савину позовите, мы с ней договаривались. Она сейчас на операции. Освободится и займется вами. Пока он освободится, мало ли что случится. Давайте везите его в оперблок, зачем зря время терять? Папаша, командовать будете дома. А мне дайте, пожалуйста, паспорт и смотровую карту больной. Ты что, забыл? Я думал, вы взяли. Так, вперед из песни за документами, а мы поехали в смотровую. Чего опять я? Мамаша, ожидайте здесь. Подождите! Что значит пропала? Андрей, как пропала? Это же не иголка, живой человек. Ну, я не знаю, я всю больницу обошел, ее нигде нет, вещи все на месте. Елизавета Юрьевна, у нас ребенок пропал. Как ребенок пропал? Мы новорожденную тубировали, а Самойловна рядом с дочерью была. Мы потом хватились, ни ее, ни ребенка нигде нет. Да нужно срочно ехать к ней домой. Ребенка нужно вернуть в Квес как можно скорее. Я тоже поеду.
Доброе утро. А что у вас случилось? А где Лариса? Сбежала ваша Лариса вместе с ребенком. Подождите, то есть как это сбежала? Куда? Это вы мне скажете. Не знаю. Ну, наверное, домой. Больше некуда. А разве схватки бывают подготовительными? Бывают. С схватками Брестона Хиггса называется. Слышали? Нет. Что, как? Никак, можете ехать домой. То есть как домой? Вот так, забирайте Ирину и едьте домой. Вера Павловна, зайдите, пожалуйста. Нас в роддом класть не хотят. Доктор, вы в своем уме? Ребенок рожает, а вы… Послушайте, никто не рожает. Это ложная тревога. Настоящие схватки могут начаться и через несколько дней. Понимаете? Я же тебе говорила, схватки нерегулярные. Давай подождем. А ты А если бы она по дороге родила? не родила бы. Доктор, скажи, чисто гипотетически, схватки могут начаться в любой момент, так? Ну, гипотетически, да. Если ее по дороге домой прихватит. Хорошо. Хорошо. Хотите, мы можем прямо сейчас ее госпитализировать. Хотим. Хорошо. Не хотим. А зачем зря ребенка в больнице держать? Тут спокойнее будет. Освободите помещение. Лизавета Юрьевна, мы при всем желании не могли уследить за ней. Мы новорожденного интубировали. Я вас ни в чем не обвиняю. Но ситуация же из ряда вон. Надо что-то делать. Может быть, мамочек в отделение не пускать. Ну, это, знаете, как-то слишком. Да, ну что, привезли? Дома их нет. А где же они? Неизвестно. Соседи видели, как она на такси приехала, а ушла потом или уехала, не знают. Муж сказал, что из дома некоторые вещи пропали, и деньги. А муж где сам? Он к травнице поехал, которая Ларису лечила. Может, у нее… Разумно. Хорошо, спасибо. Можете идти работать. Извиняться пришли? Перебьешься. К бабе своей пришел. Не советую ложиться к ней в постель. А то что? Хахаля своего позовешь? Сама разберусь. Вы лучше зайдите к лечащему врачу Савиной, спросите, какие лекарства жене купить. У вас что? Тут лекарств нету. Тогда нахрен вы мне нужны? Мы вам не нужны. Мы жене вашей нужны. Ничего покупать не буду. Положили лечить, так лечите. Нашли? Дома у Татьяны никого, и телефон отключен. А в Центре нетрадиционной медицины, где она прием ведет, сказали, что у нее сегодня выходной, и где она может быть, они не знают. Так, все срочно, нужно звонить в полицию. Алло. Добрый день, это из роддома вас беспокоит. Начмед Филатова. У нас ЧП. Мать забрала из роддома новорожденного и ушла в неизвестном направлении. Приметы матери… Слушайте, я к вам сейчас отца пришлю с фотографией. Найдите фотографию? Все, он к вам уже летит. Спасибо вам большое. У вас совесть есть? Ну, здесь курить нельзя. Тебе, может, и нельзя, а мне может. Ну, прекратите. У меня аллергия на табачный дым. Ну так чего ты тут сидишь? Иди прогуляйся. Так, ну что, узнала? Узнала. Любавин из репродуктологии. Это что за хрень такая? Это там, где продукты выдают? Какая тебе разница? Иди узнавай. Люба, Любочка, целую тебя в губочки. Любавин. Разберемся. Уважаемые телезрители, у нас для вас экстренное сообщение. Сегодня утром из отделения реанимации была похищена матерью новорожденная девочка. Девочка в тяжелом состоянии. Если мы не найдем их в течение ближайших часов, девочка может погибнуть. Если кому-то известна хоть какая-то информация о местонахождении женщины и младенца,
Мы просим вас сообщить нам вот по этим телефонам. Женщина может вести себя неадекватно, может отказываться от помощи или даже... Видать, плохи дела. Мы вас Если наш начинает очень по телеку выступать. просим не оставаться Точно. равнодушным, на счету каждая минута. Помогите, пожалуйста. Ума не приложу, я сколько работы у меня было в практике, никогда не было. Я уже не знаю, может у таксистов поспрашивать, а? Таксистов полиция опросила. Может, Лариса частника поймала или следы заметает. Ну, как она следы заметает? Она тебе что, преступник профессиональный? Женщина в состоянии аффекта, она хуже преступника. Потому что понять ее логику невозможно. Левочка, как там у Филатовой? Поэтому после этого интервью море звонков. Она сама уже не справляется. Земцов подключился. Полиция проверяет сигнал, но результата пока нет. А время идет. Слушай, а может твоих байкеров подключить? В каком смысле? Да в прямом. Они же у тебя шустренькие ребята, ну моторные. Ну да. Правильно, они б ездили, звонки проверяли. Ну, а они же люди, они поймут, ну, есть у них сердце. Есть, конечно, ну да. Тогда звони. Телефон сестринской. Ага. Да, алло, я записываю. Садовая, 35. Угу. Не кричите, не кричите, я вас слышу. Сколько еще продержится девочка? Сложно сказать, не более двух часов. Так, понял. Микрорайон Северный, улица Строителей, корпус 5. Квартира. Квартира какая? Давайте адрес, сам поеду. Не могу я больше здесь сидеть. Я с вами. Торт 38. Все, спасибо, понял. Елизавета Юрьевна, есть идея с байкерами. Андрюш, да какие байкеры? Подожди, вот тебе адресок, давай проверь. Быстренько, туй. Ой, да тут такой беспредел творится. Жуть. Лекарства дорогущие заставляют покупать. Кошмар. Ой, это плохо. А вот у нас сейчас с деньгами не очень. О, ну, не купите, тогда родных перестанут пускать. Мой пытался прорваться. Так его что, сначала избили, а потом с лестницы спустили. Да вы что? Угу. Зоя, зачем ты девочку запугиваешь? Я запугиваю. Разрекламировали на весь город. Лучший роддом, прекрасный персонал, вежливые медсестры. А сами детей похищают. Как это похищают? Ну, вот так это. Вы еще не в курсе, да? Нет. Сегодня утром из детского отделения украли новорожденную. Но явно ж без врачей не обошлось. И куда они ее? На органы за границу продадут. Зоя, что ты несешь? Ира, не слушай Нет, я несу, я сама Ира, придумала. На самом вот деле, вся больница все было об не этом так. говорит. А Зоя придумала. Елизавета Юрьевна, это же ничего стоить не будет, зато кучу времени сэкономят на поиске. Ребята готовы, вы отмашку только дайте. Сейчас. Да, Андрюш, что? Я поняла, спасибо. На Строителей 5 живут старички-пенсионеры, ни детей, ни внуков. Соседи-подростки пошутили. Идиоты. Начинает Филатова слушает. Какой участок? Дачный участок Радуга? Да я записываю. Дачный участок Радуга. 20-й километр Московского шоссе, поворот на Городище. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Хорошо, Кать, давай, подключай своих байкеров, пускай едут по этому адресу и все там проверят. Хорошо. Байкеры. Может, валерьяночки? Да нет, сейчас лучше коньячку. Да, Начмет Филатова, я слушаю. Минутку. Хорошо граждане у нас бдительные. Застукали мамашу на месте преступления. Пыталась задушить ребенка. Успели спасти? Успели. Везем к вам. Идите встречайте ребенка. Спасибо. Подождите, а ребенок мальчик или девочка? Мальчик, а что? А у нас девочка. Это не Лариса. Все, надо срочно везти ее в другой роддом. Да? Попробуй теперь документы забрать. Я же говорила, не надо было вообще ее сюда класть. Вы же меня не послушали. Кострова, что вы опять устраиваете? Ну-ка, возвращайся в палату. Значит так, никто ни в какую палату не пойдет. Мы в вашем концлагере ее ни на секунду не оставим. Воды отошли. Каталку, живо! Да, я поняла. Да, спасибо.
Ну, полиция пока ничего. Я во всем виноват. Я виноват. Да. Где вы? Уже? Что, Кать, что? Что, они здесь уже в больнице? Катя, ну что ты, он сообщил, как вы завели? Катя! Катя! Ребенка срочно в реанимацию! Ладно, ну что ты наделала? Что ты наделала? Тихо, тихо, Так. Только судорог нам не хватало. Господи, неужели менингит? Не исключено. Начинаем вводить пенициллин и цефалоспорины. Подождите, Наталья Николаевна. Очень похоже на отечно-геморрагический синдром. Видите точечные кровоизлияния в локтевом сгибе? И структура легких расплывчатая. Вижу. Галя, начинаем капать плазму, 2 кубика преднизолона и много жидкости парентерально. Хорошо. Да, все, отбой, нашли ребенка. Спасибо вам за помощь. Да, живая. Спасибо. Еще целительница называется. Ты что, не видела, в каком они обе состоянии? Девочка чуть не задохнулась. У Лары сепсис начался. Да ты-то о чем думал, когда их ко мне посылал? Я не знал ничего. Послушайте, не нужно кричать. Скажите, как у вас оказалась Лариса с ребенком? Я была на даче. Поехала сирень обрезать. Выходной все-таки. И тут Лариса приезжает. Она сказала, что ее выписали. Ну, я удивилась. Я думаю, мне же в голову не могло прийти, что она сбежала. А разве не видно было, что девочке плохо? Видно. Вот я ей помогала, как могла. Я ей по капелькам отвар давала. Я массажики ей согревающие делала. Я даже ее покормить удалось. Лариса немножко молочка сцедила, и удалось покормить. Ну, а потом, господи, потом я не знала, за что хвататься. Девочки хуже, Лариса хуже. Я побежала на дорогу, чтобы попутку найти, чтобы их в город отправить. Так у нас же такая глушь. А телефон зачем отключила? Да не отключала я. Я не отключала, он разрядился. Ну, по закону подлости. В общем, мы сразу в этот поселок рванули. На дороге там, конечно. Ралли Париж-Дакар отдыхает. Гиббона помнишь? Ну? Это шипан за передним колесом такую яму поймал. Думали, без байка останется. Так а дачу быстро нашли? Такое. Вообще 4 раза по кругу поселка объехали, а там спросить некого. Ну, думали, все, каюк. Уже байки назад повернули, хотели в галопом в город. И тут эта тетка, как чертик из табакерки, волосы растрепаны, глаза по пятаку кричит: ребята, помогите, помогите. Кать, я хотел… А вы что здесь делаете? А мы здесь плюшками балуемся. А что, нельзя? Ну, вообще-то это помещение для медперсонала. Андрей, ну да, между прочим, Ларису спас ребенка. Ну да, мы тут так кукурузу все охраняли, да? Док, ну ты же не кипятильник, что ты кипятишься? Сядь, в ногах правды нет. Горяченького с нами выпей. Не пьем мы тут такое. Остынет. Так я, когда увидела этих мотоциклистов в касках, я готова была под колеса им броситься. Да. Запомни, Каренина доморощенная. Если девочку не спасут, я тебя сам под поезд брошу. Антоша, ты молись за здоровье девочки. А не ищи козлов отпущения и не думай о худшем. Вы вон с Ларисой целый год врагов во всех видели. И к чему это хорошему привело, а? Спасибо, Платон Ильич. Дальше сами справимся. Ближайшие 3 часа критические. Если не возражаете, я лучше здесь побуду. Почему так долго? С ней что-то случилось. Не каркай. 3 часа для первых родов. Это недолго.
Надо было везти ее в другой роддом. Надо было раньше времени паники не устраивать. А я тут при чем? Сами ее и устроили. Кто кричал, надо ехать, надо ехать. Как бы вам это сказать? Двойня у вас, поздравляю. Я же говорила, что все будет хорошо. Антош, не надо тут дежурить. Иди домой. Ну да. Чтобы ты снова попыталась в окно выпрыгнуть. Не позволю. Я все равно без дочки жить не буду. Прекрати. И чтоб я этого больше не слышал. Обе будете жить, и ты, и она. Жива? Жива. Считайте, с того света вытащили. Простите меня, ради бога. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Почему домой не идешь? Сегодняшнее твое дежурство. Да я почитаю еще. Ну, почитай. Платон Ильич, мне тут все покоя не дает, почему Слепнева в кому впала. Случай с Лазаревой, в общем, роды Самойловой, все как-то… Не знаю, справлюсь ли я. Если бы не вы, я бы… Андрей Васильевич, монголы говорят, если боишься, не делай. А вот если делаешь, то уже не бойся. Зуирцицину кайвал бухи хинвел буай. Ну, примерно так. Похоже. Все равно когда-нибудь тебе придется это делать одному. БРТ, Андрей Васильевич. Бертай, Платон Ильич.